Привет, народ! Хочу поделиться своим опытом за 20 лет игры. Если у вас не летит, не регает, не попадает, не долетает, как хотите, называйте это. Нам объясняют это или мандражом игрока, или скиллом его, или что-то еще. Это все не то. Если вы играете на своей локальной сети, на своем компьютере, с ботами или как-то еще, это одно. Если вы выходите в сеть или матчмейкинг какой-нибудь, то это совсем другое. Работают два основных параметра, которые я вам сейчас покажу. На самой игре настройки, игра, ну у меня на английском, вы можете на русском найдете. Здесь максимальный пинг, который вы используете на игре, допускаете для игры. И следующая строчка. Следующая строчка это максимальное количество информации, которое ваш компьютер передает или принимает на игре. Это, другими словами, рейты. Я сейчас на секундочку сверну. И здесь есть табличка, вот, вы почитаете на досуге. Ваша сеть, скорость ее, пропускная способность и рейты, которые соответствуют этой сети на игре. Если у меня сеть там 200 или там, тогда это уже максимальная, неограниченная. Минимальная 1.57, стандартное значение. Но в настройках есть обрезанное. Обрезанное это значит по минимуму. Я точно не знаю, может быть 30 тысяч даже. Сколько сейчас на новых апдейтах. Если вы откроете вот здесь, вы увидите. Вот и смотрите. Одно дело это ваша сеть, но другое дело это ваш компьютер. Если он у вас слабенький и не успевает, и пинг у вас вот такой вот, 150, а может быть чуть меньше, может 100, может 70, то не обрезанный полностью рейд у вас не будет работать. Вам нужно будет поставить, может быть 4, может быть 3, может быть меньше. Смысл этого в том, что вы будете пропускать часть информации, и ваш соперник будет пропускать часть информации от вас. То есть вы увидите, может быть, игру не так, как она есть, а с какими-то провалами. Глазом вы этого не увидите, но при стрельбе вы будете попадать. Или вторым выстрелом, или третьим выстрелом. Вот эта вещь, которая на игре. Но это не самое главное. Это для компьютеров, для того, чтобы обмануть систему, свою конфигурацию. У меня стоит необрезанный. Моя система Ryzen 5600X плюс GTX 4060 Ti карточка. До этого стояла карточка 1060 Ti. И у меня была такая проблема, что процессор быстрее и мощнее нагружал карточку. Карточка постоянно была в нагрузке 90%. Я при стрельбе постоянно мазал и думал, что это может быть от этого. Я поменял карточку, 4060 поставил. Да, стрельба улучшилась. Теперь при этой системе у меня стрельба хорошая. Но самое главное это не здесь. Самое главное это в стиме. Сейчас мы свернем игру. Прямо не выходя из этой игры, вы можете свернуть ее и войти в настройки Steam. Steam, настройки. Или через Steam. Здесь загрузки. Нажимаем загрузки. Первая строчка это ваш регион загрузки. Я нахожусь в Европе, и по умолчанию у меня стоит Финлянд, Хельсинки. При изменении этого параметра будет нужно делать рестарт, и тогда вы потеряете игру. Так вот, с этим параметром я играл 19 лет,
и все время был в нижней части списка на игре. Я никак не мог понять. Я обновлял конфигурацию, менял систему, брал лучшие конфиги, ничего не помогает. Пока на одном каком-то форуме или даже на ютубе, не знаю где я, промелькнула мысль, что человек поменял вот этот вот регион. И я поменял его на регион совсем другой. Не мой, а на дальнем конце Европы. И все полетело. Все полетело так, что иногда я даже мышку нажимаю, и голова слетает раньше, чем я успел это понять. То есть идет стрельба очень быстро и очень точно. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, что на игре, когда вы играете в матчмейкинг, да, у вас будет такая же ерунда. Сервера, которые попадают на игру, не находятся в вашем регионе. И вы выходите на ту же самую проблему. Вы выходите на ту же проблему, как было у меня с дефолтными установками. Вы не можете уже подобрать этот параметр. Этот параметр будет подбираться только для игр типа вот этих Deathmatch и прочее. Они работают. А на игре, как начинаю играть, опять та же ерунда. Мажет, хотя вроде стрельба идет правильно. Во всяком случае, этот параметр главный. Вот этот самый главный, который меняет вашу стрельбу. Он меняет вашу стрельбу кардинально. То есть, если вы поменяете, кто-то ставит, ну я в Европе, поэтому я про свою говорю. Вы можете в своем регионе взять не вашу ближнюю точку, а где-нибудь на другом конце вашего региона. Или подальше, и посмотреть, что получится. Но для этого приходится сбрасывать и заново заходить. Изменение параметра на игре вы можете делать постоянно, прямо в игре, там где был рейд. Там рейты вы можете менять прямо на игре, на дедматче и смотреть. А здесь приходится сбрасываться и заново запускаться. Вот такая вещь. Спасибо всем за внимание.